Добро пожаловать на канал и предлагаю два числовых ребуса из Олимпиад Германской Демократической Республики начала 1960-х годов. Ребус слева – это очень простая арифметика, где, конечно, каждой букве соответствует определенная цифра, причем разным буквам соответствуют разные цифры. Присутствует также дополнительное условие, что каждое слагаемое и сумма не начинается с нулей. Это означает, что буквам F, T и S соответствуют не нулевые цифры. Однако в данном случае это условие является лишним. Противоположность этому ребус справа не является числовым ребусом в преимущественном смысле и решается совсем не так, как мы привыкли решать числовые ребусы. Здесь звездочкам соответствуют любые цифры, среди которых, конечно, могут быть и одинаковые. Зато буквам слова «атом» соответствуют различные цифры. Причем букве А соответствует не 0. Другими словами, число, зашифрованное словом «атом», является четырехзначным и состоит из различных цифр. Замечу, что умножение в Германии производится слева направо. Сначала умножаем на самую левую цифру, результат записываем под чертой. Затем умножаем на последующие цифры и с каждым разом произведение сдвигается вправо. После этого подводим черту и суммируем частичные произведения. В переводе на русский язык это выглядит так. Но, надеюсь, к оригинальной записи вы также сможете без труда приспособиться. Итак, предлагаю поставить видео на паузу и подумать над решением. Первый ребус уж никак не напоминает немецкий. Тем не менее, с вашего молчаливого согласия я буду использовать немецкие названия букв. Благо они не очень отличаются от латинских. Для удобства ссылок пронумеруем столбцы справа налево, поскольку именно в таком порядке выполняется сложение. Замечаем, что у нас 10 букв и столько же цифр, откуда следует, что все цифры присутствуют. Займемся теперь сложением. Из столбца номер 1 мы видим, что буква Upsilon, известна также как греческая И, Y, Y и Y, сложенная с двумя N, дает число, оканчивающееся также на Upsilon. Таким образом, получаем вот такое уравнение, где k – это некоторое целое неотрицательное число, дающее перенос из первого столбца во второй. Вычитаем y из обоих частей, делим обе части на 2 и находим, что n кратно 5. К счастью, у нас есть всего две цифры кратные 5. Это 5 и 0. Но при n равном 5 k равно единице. И эта единица прибавляется ко второму столбцу. Поэтому для второго столбца получаем t плюс 2e плюс единица равно 10m плюс t. Вычитаем t из обоих частей и какой ужас! В левой части у нас нечетное число, а в правой части четное. Поскольку возможность такого математика начисто отрицает, n не может быть равным 5. Так что приходится довольствоваться нулевым значением n. Что на самом деле не так уж и плохо, поскольку одна буква у нас идентифицирована. 0 это n, и никакая другая буква быть нулем не может. Более того, мы знаем, что k равно нулю, так что во втором столбце нет переноса. Поэтому уравнение второго столбца это просто t плюс 2e равно 10m плюс единица. Вычитаем t, делим на 2 и видим, что e также кратно 5. Однако теперь нулевое значение недоступно, поэтому e обязано быть равным 5. Еще одна буква определена, а кроме того мы знаем, что m равно единице, что дает прибавление единицы к следующему столбцу с номером 3. Это позволяет найти наибольшее значение суммы элементов третьего столбца с учетом переноса. R
плюс 2t плюс 1 меньше или равно 8 плюс 2 умноженное на 9 плюс 1, то есть 27. Следовательно, перенос из третьего столбца в четвертый не превышает 2. На самом деле, нетрудно доказать, попробуйте это сделать на досуге, что в любом случае наибольшее значение переноса на единицу меньше количества слагаемых. Для двух слагаемых перенос не больше единицы, для трех слагаемых перенос не больше 2 и так далее. Далее мы можем найти наибольшую сумму четвертого столбца с учетом переноса. Эта сумма меньше или равна О плюс 2, а О меньше или равно 9, так что сумма меньше или равна 11. Таким образом, перенос из четвертого столбца в пятый не больше единицы. Но в таком случае перенос в пятый столбец обязан быть равным единице, поскольку в случае нулевого переноса буквы F и S соответствовали бы одинаковой цифре, что, конечно, недопустимо. Наличие переноса из четвертого столбца означает, что сумма элементов этого столбца не меньше 10. Таким образом, сумма О плюс 2 это либо 10, либо 11. Но если О плюс 2 равно 10, то значение И должно быть нулем, а 0 у нас занят. Это позволяет расставить точки над И и написать, что сумма элементов четвертого столбца равна 11. А следовательно, значение И как младшего разряда этой суммы равно единице. Более того, поскольку 11 это наибольшее значение суммы элементов четвертого столбца, значение О должно быть равным максимально возможному, то есть 9. Также перенос в четвертый столбец должен принимать максимальное значение, равное 2. Несмотря на прибавление в количестве определившихся цифр, до сих пор определено меньше половины, в то время как свободного места не так уж и много. Поэтому почистим страницу и запишем уравнения столбцов, которые помогут определить недостающие буквы. Благо, значения всех переносов определены. Столбец 5 не образует переноса, но получает единицу из предыдущего столбца. Таким образом, S равно F плюс единица. Другой столбец, не исчерпавший своих возможностей, это, конечно же, столбец 3, который получает единицу, а отдает двойку. Следовательно, уравнение третьего столбца R плюс 2t плюс единица равно 20 плюс x. Заметим, что поскольку 0 и 1 уже обнаружены, значение x больше или равно 2, откуда сумма элементов столбца больше или равна 22. И вычитая единицу из обеих частей неравенства, находим, что r плюс 2t больше или равно 21. Здесь приходится сделать глубокий вдох и приготовиться к ненавистному перебою. Постараемся его свести к минимуму. Для этого заметим, что поскольку цифра 9 недоступна, значение r меньше или равно 8. Отсюда следует, что 2t не меньше, чем 21 минус 8, то есть 13. Следовательно, t больше или равно 13 вторых, или 6,5. Дроби, конечно, очень удобная штука, но для этого видео уместны только целые числа. И есть только два целых числа, больших или равных 6,5 и меньших 9. Это 7 и 8. Как видим, перебор не такой же страшный. Вспомним, что для пятого столбца нужны два последовательных числа, скрывающихся за буквами F и S, которые нигде больше не появляются. Следовательно, требуется найти такое значение t, при котором после идентификации остальных букв в таблице цифр остается два свободных подряд идущих места. Итак, пробуем каждое из возможных значений t. Полагая t равным 7,
Находим из неравенства, что r больше или равно 21 минус 14 или 7. Но 7 использовано для t, поэтому для r остается только 8. Теперь нам ничего не мешает вычислить сумму элементов третьего столбца и найти x. Получаем r плюс 2t плюс единица равно 23. Следовательно, x, как младший разряд суммы, равен 3. Добавляем полученные значения t, r и x в таблицу и видим, что рядом стоящих свободных мест в таблице не имеется. Итак, положив t равным 7, получили полный фиаско, и остается уповать на t равное 8. Снова находим возможные значения r. В этот раз r больше или равно 5, однако значение 5 и 9 уже присутствуют в таблице, а значение 8 использовано для t. Остаются лишь цифры 6 и 7. Находим сумму цифр третьего столбца при r равном 6 и снова получаем 23. Поэтому x снова равен 3. Улыбнется ли нам фортуна в этот раз? Снова добавляем значения t, r и x в таблицу и снова не находим окна из двух рядом стоящих пустых позиций. Теперь совершенно определенно можно сказать, что t равно 8, а r равно 7. Если, конечно, ребус имеет решение. Однако не хочется верить, что Олимпийский комитет ГДР стал бы расстраивать участников Олимпиады отсутствием решения. Поэтому с полным энтузиазмом приступаем к рассмотрению последнего случая. Увеличение r на единицу делает сумму элементов столбца равной 24. Так что теперь x равен 4. Добавляем значение x в таблицу, и у нас есть заветное окно, позволяющее определить элементы пятого столбца. f равно 2, s равно 3. Осталось одно пустое место для единственной до сих пор не зачеркнутой буквы upsilon, с которой начиналось решение задачи и которая, тем не менее, оказалась последней найденной цифрой. Ее значение равно 6. Осталось лишь довести ребус до логического завершения, заменив буквы цифрами. Ответ. И теперь можно со спокойной совестью перейти к следующему так называемому ребусу, где приходится иметь дело с тремя мерными атомами, а также свободными элементарными частицами, обозначенными звездочками. Что же касается 4 элементарных частиц, входящих в атом, то обозначим через x образуемое ими число. Поскольку a отлично от нуля, число x является четырехзначным. Это означает, что x больше или равен 1000 и меньше 10 000. Кроме того, x должен состоять из различных цифр. Умножение числа на себя – это возведение в квадрат. При этом последние 4 цифры квадрата образуют исходное число. Таким образом, выходит, что x в квадрате – это 10 в четвертой степени умноженное на некоторое целое положительное y плюс x. Вычитаем x, разлагаем левую часть на множители и получаем в левой части произведение двух последовательных чисел x минус 1 и x. Заметим, что два последовательных положительных числа всегда являются взаимно простыми. Дело в том, что если бы эти множители имели общий делитель больше единицы, то этот делитель был бы также делителем их разности, то есть единицы, тогда как единица, разумеется, не может делиться на число большее самой себя. И произведение этих чисел делится на 10 в четвертой степени. Заметим, что число 10 имеет два простых делителя – 2 и 5.
Поэтому число 10 в четвертой степени можно единственным образом представить в виде произведения двух взаимно простых чисел больших единицы, а именно 2 в четвертой степени умноженное на 5 в четвертой степени, или 16 умноженное на 625. Поскольку x и x-1 взаимно простые числа, только одно из них может делиться на 2. И чтобы произведение делилось на 2 в четвертой, необходимо, чтобы множитель кратный 2 делился также на 2 в четвертой степени, то есть на 16. Аналогично, множитель кратный 5 обязан делиться на 625. Конечно, ничто не запрещает одновременное деление на 16 и 625. Но если x делится на 16 и 625 одновременно, то поскольку числа 16 и 625 являются взаимно простыми, x должен делиться на их произведение, равное 10 тысячам. Но в таком случае x больше или равен 10 тысячам и не может быть четырехзначным числом. И если x меньше 10 тысяч, то x-1 тем более меньше 10 тысяч. Поэтому одновременная делимость x-1 на 16 и 625 также вызовет противоречие. И коль скоро одновременная делимость не может иметь места, приходится констатировать, что один из множителей делится на 16, а другой на 625. Какой из них делится на 16, а какой на 625, мы не знаем, поэтому приходится рассматривать два случая. Случай первый. X кратен 16, то есть x равно 16 умноженному на некоторое целое p, а x-1 равно 625 умноженному на некоторое целое q. Подставляя значение x из первого равенства во второе, получаем уравнение, в котором неизвестные p и q являются целыми числами. Уравнение с целочисленными неизвестными называется диофантовым по имени древнегреческого математика Диофанта Александрийского, автора, как сейчас сказали бы, многотомника под названием арифметика. В данном случае у нас линейное диофантовое уравнение с двумя неизвестными, которое обычно имеет бесконечное множество пар решений. Однако ввиду ограничения на x, количество полезных решений будет конечным. Есть несколько способов решения линейного диофантового уравнения с двумя неизвестными. Воспользуемся, как мне кажется, самым простым из них. Выразим неизвестное с наименьшим по абсолютной величине коэффициентом через все остальное. В данном случае следует выразить p через q. Итак, прибавляем единицу и делим на 16. Далее из полученной дроби следует выделить целую часть. Разделив 625 на 16, получаем 39 в частном и 1 в остатке. Таким образом, дробь можно переписать как 39q плюс дробь с числителем q плюс 1 и знаменателем 16. И поскольку числа p и 39q целые, дробь q плюс 1, деленная на 16, также должна быть целым числом. Обозначив эту дробь через n, находим, что q равно 16n минус единице. Теперь можно выразить x через n. Запишем, что x равно 625q плюс единица. Подставляем выражение для q через n и раскрываем скобки. Мы уже знаем, что 625 умноженное на 16 это 10 тысяч, а свободный член это минус 625 плюс 1 или минус 624. Далее следует найти целочисленные значения n, при которых x является положительным четырехзначным числом. Это, конечно, можно сделать, решая неравенство относительно n, однако это один из тех случаев, где проще применить подбор. При n меньших или равных нулю значение x отрицательно и явно не подходит. Полагая n равным единице, вычитаем из 10 тысяч число 624 и получаем 9376.
Это число четырехзначное, состоит из различных цифр, так что вполне годится для решения. Запишем его наверху как x первое. Если n больше или равно 2, значение x содержит больше 4 цифр. Итак, первый случай нам дал одно значение x. Посмотрим, что нам приготовил второй случай, где x кратен 625, а x минус 1 кратно 16. Снова подставляем значение x из первого уравнения во второе. На этот раз q имеет меньший коэффициент, поэтому выражаем q через p, для чего делим обе части на 16 и читаем справа налево. Мы уже знаем, что деление 625 на 16 дает 39 в частном и 1 в остатке. Поэтому выражение для q можно записать как 39p плюс дробь, содержащая p-1 в числителе и 16 в знаменателе. И эта дробь должна быть целым числом. Ее мы снова обозначим через n. Таким образом, p равно 16n плюс единица. И находим значение x как 625p. Подставляем выражение для p через n и раскрываем скобки. Теперь мы видим, что при n меньшем или равном нулю значение x содержит меньше 4 знаков, тогда как при n большем или равном единице значение x содержит больше 4 знаков. Итак, второй случай нам не дал ни одного подходящего значения x. Однако одно подходящее значение x у нас припасено, и оно является не только первым, но и последним. Осталось лишь визуализировать таинственные звездочки. Умножаем 9376 на 9 и получаем 84384. Легкое упражнение для калькулятора и адские муки для участников той Олимпиады. Далее умножаем наш атом на 3 и сдвигаем вправо. Теперь на 7 и на 6. Как видим, авторы задачи нас не обманули. Все неполные произведения действительно являются пятизначными по количеству звездочек. И настал момент истины. Суммирование неполных произведений. 6, 7, 3, 9. А дальше уже неинтересно.